Всем привет! Хотите посмотреть на мое рабочее место дома? Этот стол состоит из двух советских тумб, которые достались мне из проектного института, и старой двери. Кроме того, что эта дверь достаточно хлипкая, она прогибается, если на нее опереться. Еще меня очень раздражает паутина из проводов, которые проходят вдоль моего посадочного места. И каждый раз, когда я сажусь на стул, мне приходится переступать через провода. Поэтому я наконец-то созрела сделать себе уютное, красивое и удобное рабочее место. Кроме того, я решила расширить его в ширину и в длину, чтобы вся техника на нем умещалась. Я решила сделать этот стол из эпоксидной смолы по очень простой и интересной эффектной технологии. Сначала я собрала каркас из брусков. Конечно же, я собрала его на косой шуруп Крэг, так как это мое любимое нестолярное соединение. Получается все очень быстро, просто и крепко. На этот каркас я положила 15-ю фанеру, мне удалось раскроить один лист фанеры так, что все ушло без остатка. Затем я сделала опалубку из доски и все замазала герметиком, чтобы никакая капля эпоксидки не просочилась и не утекла.
Я работаю с эпоксидкой Artline. У меня уже был опыт ее использования, когда я делала стол-речку. Так что у меня есть небольшие знания о том, как работать с эпоксидкой. Но даже если кто-то хочет делать подобный стол в первый раз, это будет очень просто и легко. В этом проекте я столкнулась с такими сложностями в работе, как недогретая эпоксидка. То есть, когда я заливала стол в первый раз, это был июнь, и я спокойно замешала стол, все залила, и все было отлично. В этот раз была такая проблема, что я взяла эпоксидку, попробовала замешать первую партию, и она получилась абсолютно белая из-за того, что в ней было огромное количество пузырьков. Так что с этой проблемой я рекомендую справляться тем, что изначально подогреть эпоксидку, например, взять огромный таз, в него налить горячую воду и банки с эпоксидкой поставить. Ну и также, если вы уже замешали эпоксидку, можно подогреть ее на водяной бане. Так как я использовала белый матовый пигмент, у меня практически не было проблем с пузырьками воздуха, поэтому я не стала грунтовать поверхность до заливки. А те пузырьки, которые образовались на поверхности, я легко выпустила горелкой. Изначально, так как столешница очень большая, моя мастерская очень маленькая, мне казалось, что я не смогу это сделать в мастерской, я хотела заливать эпоксидку в кабинете, но мне не разрешил муж, потому что он сказал, что я все заляпаю. И, в принципе, я правильно сделала, что послушалась его, потому что мне предстоит большая уборка в мастерской. Также я попробовала все разные красители. Это были обычные красители, металлизированные, даже люминофор. Так что мне интересно, что получится и будет ли у меня он светиться ночью. Sacrifice
pieces.